Самые выгодные предложения в банке Тинькофф по премиальной карте Тинькофф Платинум. У Тинькофф Платинум много привилегий. Кредитный лимит до 700 тысяч рублей. Беспроцентный период до 55 дней. Год бесплатного обслуживания. А до конца месяца действуют огненные бонусы. Кэшбэк баллами 2000. За покупки в первый месяц на 5000. Кэшбэк баллами 3000. За покупки в первый месяц на 10 тысяч. Переходи по ссылке в описании и заказывай карту Тинькофф Платинум. История – одна из самых важных гуманитарных наук, без которой просто невозможно жить в этом мире. Важно знать то, как наш мир стал таким, ведь именно исторические события определили его современный облик. Масштабные или незначительные – неважно. Все события повлияли на ход истории и были значимы для общества. Удивительно, но некоторые из них, абсолютно разные на первый взгляд, происходили примерно в одно время. Например, в то время, как было открыто лондонское метро, было проведено последнее публичное повешение. Какие еще события происходили одновременно? В этой подборке собраны 10 самых интересных исторических совпадений. Мэрилин Монро и королева Елизавета II. Трудно представить, но обе эти знаменитые на весь мир женщины родились в один год с разницей чуть больше месяца. Было это в 1926. Вот только одна из самых желанных женщин планеты ушла из жизни в возрасте 36 лет, а Елизавета в этом году отметила 95-й день рождения. Вот бы увидеть Мэрилин Монро в этом возрасте. Ты не понимаешь, насколько это важно. Ты просто зря тратишь время на грубых мужчин без денег. Освенцим и Макдоналдс. Что может объединять лагерь смерти и одну из самых популярных сетей быстрого питания в мире? Дело в том, что 15 мая 1940 года был открыт первый ресторан в Калифорнии, а через 5 дней, 20 мая, открыл свои двери для первых узников лагерь смерти Освенцим. Он просуществовал 5 лет, и за это время там было убито почти 1,5 миллиона заключенных. «Звездные войны» и гильотина. В тот же год, когда весь мир увидел первую часть «Звездных войн», во Франции был казнен последний человек. Хамид Джандуби был обезглавлен на гильотине за убийство 21-летней француженки. Казнь состоялась 10 сентября 1977 года, а за несколько месяцев до этого состоялась премьера первого эпизода «Звездных войн». Мать Тереза и принцесса Диана. При жизни принцесса Диана и мать Тереза были очень хорошими друзьями и участвовали во многих проектах. К сожалению, их обеих не стало в один год. Практически разница в дате смерти у них буквально пара дней. Диана погибла в автокатастрофе в 1997 году, а мать Тереза скончалась из-за слабого здоровья. Принцессы не стало 31 августа, а монахини 5 сентября. Чарли Чаплин и Адольф Гитлер. Два таких противоположных друг другу человека, комик Чарли Чаплин и безжалостный диктатор Адольф Гитлер, оказывается, ровесники. Они оба родились в 1889 году с разницей в 4 дня. Однако киноактер умер намного позже, в 1977. Кстати, в 1940 году Чарли Чаплин играл роль Адольфа Гитлера в сатире «Бродяга и диктатор». Титаник и экстази. Что может связывать легендарный лайнер и наркотическое вещество, популярное среди молодежи? В тот же год, когда катастрофа с Титаником потрясла весь мир, в Германии был создан наркотик МДМА, который в будущем сгубил множество жизней. Синтезированный в 1912 году как вещество для улучшения свертываемости крови, спустя полвека он стал известен как наркотик экстази. Право голоса и лунный автомобиль. В это трудно поверить, но в процветающей Швейцарии женщины не имели права голоса до 1971 года. При этом большинство других стран ввели женское избирательное право еще в начале века. В это же время американцы запустили Аполлон-15, который впервые спустил на поверхность спутника Земли лунный вездеход. Оба этих события были настоящим прорывом. Одно для жительниц Швейцарии, а другое для всего человечества.
Мамонты и пирамиды. Согласно историческим фактам, в то время, когда египтяне строили свои пирамиды, на острове Врангеля еще жили шерстистые мамонты. Получается, что мамонты еще были живы 4500 лет назад, хоть и на небольшом участке суши. Это удивительно, ведь большинству людей мамонты представляются чем-то далеким, но они жили еще тогда, когда человечество уже создавало уникальные творения, дошедшие до наших дней. Дэниел Рэдклифф и Сальвадор Дали. Художник Сальвадор Дали кажется настоящей легендой, который жил еще до нашего рождения. Однако он не так далек от нас, как кажется. Дали умер в 1989 году в возрасте 84 лет. В этот же год родился Дэниел Рэдклифф, сыгравший позже роль Гарри Поттера, мальчика, который выжил. Многие видят в этом символизм. Смерть величайшего художника и рождение актера, который стал кумиром миллионов. Последнее повешение и метро. Лондонская ветка метро была открыта в 1865 году, и люди уже вовсю пользовались этим удобным нововведением. При этом 26 мая 1868 года состоялось последнее публичное повешение. Жители Лондона добирались на метро до Ньюгейтской тюрьмы, чтобы посмотреть на публичную казнь. Удивительное сочетание пережитков прошлого и развития прогресса. Удивительно, какие хитросплетения может создавать история. Особенно интересно новейшее, в которой безумным образом сочетаются скачки прогресса и пережитки прошлого.